Dapson DBS 2100 Pro. Очень классная станция с емкостью больше 2 киловатт, с мощностью 2,4 киловатта. И плюс с очень интересными уникальными возможностями, которыми не оснащены другие пауэрстанции больше 2 киловатт. И про эти возможности мы поговорим чуть позже, но и цена, конечно же, будет соответствующая. В общем-то, Dapson DBS 2100 Pro на канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну давайте сразу смотреть, что у нас тут есть. 4 розетки формата свинка Пеппа. Отдельные блоки, которые включаются, выключаются. Порт параллельный. Объясню, вот такой вот порт параллельный. Объясню потом для чего. Давайте закрываем. Идем сюда. Здесь у нас есть 2 порта расширения. Вот, пожалуйста, Extra Battery порт. Что такое параллельный борт и что такое Extra Battery? Параллельный — это значит, мы можем такую же пауэрстанцию включить в параллель и получить не 2,4 киловатта мощности, именно по мощности, а 4,6. И с помощью экстра батареи мы можем ее раскочегарить до 13 киловатт-часов емкости. Также смотрим. Быстрая зарядочка, медленная. В режиме быстрой зарядочки я получал 1,8 киловатт. Вы сейчас видите вставочку, зарядочка вот через этот порт спокойно идет. Также у нас есть порт зарядки солнечной батареи 12-60 вольт, 25 ампер. Есть у нас предохранитель и дата-порт для управления как UPS. А UPS мы, конечно же, с вами проверим. Также у нас есть, смотрите, есть вот такой вот информативный экранчик. Подсветочка, вот такой вот фонарик с режимом SOS, кстати. У нас есть, само собой, Wi-Fi, приложение, которое вы увидите дальше. Зарядочка автомобильная у нас стандарта 12 вольт 10 ампер до 120 ватт. И вот такие вот 2 DC-шечки. Блок USB-шки 2 по 100 ватт, 1 30, хотя фактически больше. И 3 USB-шки Type-A, 2 18-ваттных, 1 стандартная 5 вольт 2,4 ампера. Чем уникальна станция? Уникальна станция тем, что здесь литий-железофосфатная батарея, и за ее цену действительно позволяет апгрейдить очень-очень до большого объема. Плюс есть хорошее приложение с обновлением онлайн, с расписанием, уже с такими признаками умного дома на самом-то деле. Я специально не выключал инвертор. Вы сейчас ее слышите в режиме простоя, то есть все пауэрстанции как-то шумят. Сейчас вот в режиме простоя, да, в режиме работы она будет еще шумнее. Вы послушайте, когда мы дадим 2,4 полных киловатта. Проверим пауэрстанции безопасные, в них есть BMS-инвертор, который позволяет избежать, допустим, перезаряда, переразряда, перенагрева, там, короткого замыкания и тому подобных вещей. Очень классная тема. Также это одна из самых мощных пауэрстанций в плане зарядки солнечных батарей. 1200 ватт на один блок можно заряжать с помощью солнца. 1,2 киловатта на крышу закинули. И поверьте, если вы еще кочегарнете емкость до 13 киловатт, то у вас свет будет вообще всегда. Неважно, есть у вас там свет где-то, нету. Когда включилось, тогда и зарядилось. В комплекте идет кабель для солнечной батареи. Есть вот такой вот кабель зарядочки. Есть вот такой вот автомобильный кабель. Само собой, в фирменной коробочке. Я общую коробку не показываю. Мне совсем интересно. Для чего подходит? Котлы отопления, бэкап дома, для путешествия, для рыбалки. Хотя она достаточно тяжелая, 25 килограмм, вы должны это помнить. Очень неплохо подходит для оборудование, которое должно работать постоянно, допустим, те же самые компьютеры стационарные и тому подобное, так как UPS всего лишь 15 миллисекунд, даже меньше, чем 15 миллисекунд, и компьютеры даже не понимают, не только компьютеры, телевизоры и подобная техника, тоже обязательно это покажем, и очень хорошо для дома, потому что здесь правильная синусоида, не будет мерцания, котлы будут работать, все будет работать. Ребят, сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, сколько она стоит. Мы с вами потестируем UPS, потестируем стандарты, протоколы быстрой зарядки и дадим на него полную нагрузочку, а потом сделаем выводы. Переходим. Ой-ой-ой, мы на немецком сайте Dapson DE, кстати, для немецкого рынка конкретно эта пауэрстанция, ну, неудивительная. Ну и цена, я вам скажу, такая себе, 1299 евро. Хотя, я вам скажу сразу, заходите в описании под видео, смотрите, возможно, мы разместили купончик, да и проверяйте цену, возможно, на ниже. Потому что за эту станцию 2150 ватт-час, это еще небольшая цена на самом-то деле, с учетом ее возможностей. А возможности достаточно интересные. Давайте я вам сейчас переведу чуть и почитаю, что они тут у нас заявляют. Ну, мощность 2,4 киловатта, расширяемая емкость до 12,9 киловатт. До 13 киловатт ее можно расширить. Теперь дальше. 80% до 80% за 60 минут можно зарядить. Хотя я там видел конкретно зарядку до
1080 ватт, ой, да, 1800 ватт, вернее, 1,8 киловатт. Вот, пожалуйста, сейчас вставочка, как она быстренько заряжается. Все, и там же есть переключатели, все на быструю зарядочку. Солнечная батарейка, 1200 ватт мощность зарядки. Это одна из самых быстрых зарядок, 1200 ватт в своем классе. Дальше у нас мощность от 2400 до 4600 ватт. Ну, тут для того, чтобы 4600 получить мощность выходную мощность, нужна параллельная коробка. 3600 ватт в режиме P-Boost. Он тоже включается отдельно даже в приложении. Литий железофосфатный аккумулятор, 15 лет срок службы, 4500 циклов зарядки. И тут вообще очень много разных моментов. Можно купить комплектом с солнечными батареями, можно купить комплектом с дополнительной батареей до 4,3 киловатта. Короче, тут очень много разных вариантов, переходите, смотрите. Заказывал через NP Shopping в Украину без таможенных платежей. Ну, тут они опять показывают. Солнечная батарейка 1200 ватт, 15 лет, 4500 циклов перезарядки и 2,4 до 4,6 киловатт мощности поддерживает. Очень хорошо, что есть литий-железофосфатная батарея. И вот мы видим, до 12,9 киловатт можно нафигачить различных расширения. Подходит практически для всего. Смотрите, для котлов отопления, как они, ну, грубо говоря, любая бытовая техника будет работать без проблем. Для домашнего бэкапа шикарная штука. Ну, тут они показывают, сколько телевизор 100 Вт 36 часов, Wi-Fi роутер 193 часа, свет 387 часов. Вы же понимаете, все эти замеры, они являются очень приблизительными, потому что рассчитывать необходимо самому. Если ваш компьютер потребляет, допустим, 200 Вт, то этого Дапсона хватит на 21 час. Плюс работа инвертора на 20 часов будем брать, грубо говоря. Тут они нам показывают, что 100 Вт USB-C на X2, 5200 Вт солнечная батарея, прям делают акценты, 18-ваттные Type-A, а это мы с вами проверим. Теперь UPS, источник бесперебойного питания, 15 меньше, чем 15 миллисекунд, подходит практически для, допустим, опять же, тех же котлов, для компьютеров стационарных, для различных вещей, там, где очень важна непрерывная работа. Холодильники и, конечно же, у нас есть вот приложение, тоже сейчас с вами посмотрим. Весит 24,5 килограмма, 2150 ватт-часов. Дальше, что у нас? Ну, в принципе, больше тут ничего интересного для нас нет. У нас можно заряжать через автомобильную зарядку. Вот мы, пожалуйста, вам показываем, тоже мы заряжали. Можно через 12 вольт или 24 вольта 8 ампер. И солнечный вход, пожалуйста, тоже 12-60 вольт 25 ампер. Слушайте, ну, это действительно очень круто. И вход у нас поддерживается 230 вольт, 2,3 киловатта максимально. Чистая синусоида на выходе 2,4 киловатта до 4,8 в бусте. Ну и UPS, тут они показывают 15 миллисекунд и такое. Комплект мы с вами уже видели. Короче, ребят, ссылочка в описании под видео. Заказывали через NP Shopping. Смотрим, это прям новинка, прям мощная. Это конкурент всем, ну, я вам скажу, одна из лучших станций в своем классе 2 киловаттных. Поэтому пошли тестировать дальше. Ну и что? Теперь проверочка на UPS. Что мы сейчас видим? Дапсон у нас заряжается. Сейчас 700 Вт, он заканчивает зарядочку. Wi-Fi подключен, все. 40 Вт у нас потребляет телевизор вместе с ТВ-боксом Rocktech. В принципе, как это проверяется? Вот они, кстати, розетки. Ну, давай покажем. Вот так вот, вот они все. Как это проверяется? Мы просто выключаем питание Дапсона. Пожалуйста. У нас сейчас уходит в ноль, телевизор с ТВ-боксом продолжают работать, но даже не моргнуло. Даже не моргнуло. Включаем, ждем, включается 330 и пошло дальше речарджинг. Выключаем и, а ну давайте, все, есть, отлично. Супер! Ребят, что я могу сказать? Ну вот у нас вот в таком режиме на 17,2 часа хватит вот этих вот 95% на 17 часов. 17 часов телевизор будет работать. Если роутер еще подкинуть, ну 15 будет. Что я могу сказать? Режим UPS работает идеально. Давайте пойдем дальше. А вот теперь поехали дальше. Смотрите, у нас есть приложение.
Мы уже все подключили для тестов. Есть приложение DBS 2120 Pro. Так вот оно выглядит. Есть и температурочка, и остаток, и discharge показывает, сколько времени на discharge уходит. Есть Power Boost включение-выключение, розеточки, USB-шечка, DC и даже вот эти вот леды. То есть если мы здесь включим, допустим, LED, то он, видите, сразу отображается в приложении. И наоборот, в приложении мы можем регулировать, как это работает. То есть все это очень классно взаимосвязано. При том, что у нас есть и input, и output, и есть у нас выключение, плюс у нас есть вот такие вот настройки. Charge, discharge settings, то есть у нас есть, пожалуйста, загрузка, ну у нас сейчас быстрый режим включен, то есть у нас максимум до 2,1 киловатта загрузочка, есть именно зарядочка. У нас есть тайм-менеджмент. Вот это, кстати, уже элементы умного дома, где мы можем с вами сделать расписание включения, выключения, зарядки, разрядки, то есть вот это классно. Energy Saving Mode. Мы можем для каждого из режимов зарядки выбрать Energy, ну именно режим энергосбережения. Обновление программного обеспечения и поточная версия программного обеспечения тоже есть. Также вы можете отдать другому аккаунту для выдачи его, скажем так, в общее пользование. Все это классно. А теперь давайте так. У нас сейчас подключено на розетке, мы должны получить 2,4 киловатта честной мощности. Вот эта штука на единичке, она ест почти киловатт. 972 ватта. На 2 киловатт, на двойке она, это такая универсальная штука, она 1,9 выдает. Но мы можем с вами дать еще, смотрите, дополнительно, допустим, кофеварочку включить. И посмотреть, как она у нас уйдет в Power Boost. То есть она бустнет сейчас 2,427. Наблюдаем. Я еще сейчас подключу свои инструменты. Будем гонять по полной. Ждем. И теперь еще такой вот тест небольшой. 2,433. Все работает. Ребят, все работает, 2,4 киловатта полных мы достигаем, при этом в Power Boost, если вы, допустим, используете Power Boost, то она и 2,6, и 2,7 даст, если вдруг где-то надо пиковый скачок. Ну, например, у вас там загружена станция на 2 киловатта, у вас стоит котел отопления, который при включении выбрасывает там еще плюс 600 ватт. Вы нам бам, оно плюс 600 ватт, она отдаст эти 600 ватт. И у вас котел отопления не отключится, при том, что вы видели уже, как работает UPS. С розетками все понятно, все честно, все красиво. Дальше. Теперь мы с вами определим все стандарты быстрой зарядки, которые есть у нас на Type-C-шечках и на Type-A-шечках. При этом еще и дадим нагрузку. Теперь смотрим. До Power Delivery у нас есть Samsung AFC, есть обыкновенный 5.1,5 и 5.24. Есть у нас SCP до 20 Вт, Quick Charge 2, Quick Charge 3, пожалуйста, есть. И есть у нас, смотрим, Power Delivery 3, 100 Вт. Все четко. Розетка 30-ваттная, якобы 30-ваттная, которая не заявляет, что она 30 Вт, я вам скажу, сам по себе производитель чуть-чуть перестраховывается, потому что она спокойно держит 50 Вт. Это я вам по секрету открою такую информацию. Ждем вот этого вот теста, ждем. Так, здесь у нас вроде бы 30 Вт, а вот теперь давайте так по-честному. Мы возьмем, воткнем ее на тест. Включим нашу нагрузочку. Так, входим в режим тестирования Power Delivery триггера. И теперь смотрите, Power Delivery триггер, который у нас якобы на 30 Вт, смотрите, сейчас уже дает 36 Вт. Повышаем 44, 50, 60 Вт. Это тот, который 30-ку дает. 60 Вт спокойно гоняет. Видели? А теперь давайте то же самое на 100-ваттном порте посмотрим. То есть 100-ваттный порт. Включаем сейчас 60 Вт. И догоняем до 100. Сейчас вы увидите. До 118. До 117. Эта пауэр-станция держит обалденно мощности. То есть без каких-либо проблем. Теперь давай посмотрим. Давайте сейчас протоколы проверим на Type-A. Давайте протокол Autodetect. Ждем. Quick Charge 2 до 12 вольт. Quick Charge 3. Samsung AFC. FCP. SCP. Слушайте, ну топ. То есть это абсолютно честная power станция. Давайте так. Мы
Давайте перейдем и сделаем выводы, для чего же она подходит и стоит ли ее брать. В качестве выводов скажу, я ее действительно рекомендую, она... да, она дороже, но за свою цену она дает возможности лучше, чем ее конкуренты. Хотя, если вам они не нужны, то, конечно, да, там стоит посмотреть что-то более дешевле. Но это просто классная станция. Для немецкого рынка покупал через NP Shopping Украину. Пожалуйста, спокойненько можете покупать. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.